Неси, неси мой микрофон страданий в зал. Ты до конца мою судьбу не рассказал, а я мелодией согрею твой металл. Хочу, чтоб ты моим вторым дыханием стал. Когда моя мама умирала, она исповедовалась передо мной. Она у меня просила прощения и говорила: доченька, прости, я не виновата. Я говорю: мама, а зачем ты себя винишь? Я ведь довольна, что я живу. Я вообще не могу представить, как бы это ни было меня. Ты видишь, я живу, у меня есть жизнь. До 7 лет я все время думала, что я как все. Я не понимала. И когда, я помню, в деревне бабушки у нас плакали, вздыхали и говорили: бедненькая, несчастненькая, я думала, почему они меня жалеют все? И когда я ходила или падала, или обо что-то ударялась, мне казалось, что это же всем людям свойственно. То есть все так живут, и я так живу, и я как все. Пускай твой облик не затейлив и смешон, но я к тебе губами. Когда я начала самостоятельную жизнь, уже в 18 лет, я пришла в общество слепых. Нужно было самому о себе заботиться, учиться бытовым навыкам каким-то, да, учиться более детальной ориентировке, потому что никто же тебя каждый день с тобой водиться не будет. То есть, показывали, помогали, конечно, но это было все очень сложно. Моя слеза польется в твой хрустальный звон. Душой горячей ты сердец людских коснись. С музыкой меня познакомил Бог, потому что пою я, в общем-то, с 3 лет. И с 3 лет уже было понятно, что у меня есть навыки природные. Я пыталась попробовать поступить в консерваторию в нашу, на вокальное отделение, но на тот момент они сказали, что нет, мы с такими людьми не работаем, и поэтому меня никуда не взяли. Потом я писала письмо в Ленинград, в Одессу, и хотела, может быть, к ним, и сразу писала, что я даю вам обещание, что я не пойду на сцену большую. Я просто хочу уметь петь, и, может, где-то бы я на радио записывалась. Но они мне прислали тоже отрицательные ответы. Я впала в такое цепенящее отчаяние и думала, что жизнь для меня окончена, и вообще уже жить незачем, потому что все то, что я обрела в жизни, я разом потеряла в одночасье. Но я решила, что никуда не пойду поступать, потому что я хочу петь. У нас создали при обществе слепых такую, мини-филармонию, скажем так. У нас там была хоровая капелла, оркестр эстрадно-симфонический. И я работала в оркестре, в этом эстрадно-симфоническом, солисткой. И параллельно всю жизнь так потихонечку училась, постигала музыку, брала частные уроки вокала. Потом я поняла, что мне как-то надо хоть немного освоить фортепиано. В этом мне не смог помочь никто. И я сама сидела по 4-6 часов. Мне уже было неинтересно с повышением своего уровня, скажем так, музыкального, перепевать чужое все вот это, да. Поэтому я стала писать свои. Ночь с тобой, вдвоем с тобой, и ночь с тобой. И вот мне друзья сказали: знаешь, по-моему, тебе уже пора осмелиться и выйти на широкую публику своими песнями. Когда я выхожу, только начинаю петь первые песни, чувствуется такой какой-то, знаете, напряженный барьер между мной и зрителем. Особенно зрителем, который пришел впервые, который
ну, никогда не сталкивался, да. А после где-то 2-3, ну, самое большое, 4 песен, барьер этот просто сглаживается целиком и полностью. Я лично знаю много примеров на нашей планете, когда люди с подобным недугом стали мировыми знаменитостями. Тот же Стив Вандер, Дайана Шур. Есть такой певец замечательнейший Андреа Бочелли, кстати, классический певец. С участием моим были концерты, например, как-то в Москве, вот даже в концертном зале «Россия». Ну и у нас тут были когда-то и в Доме ветеранов, и в Доме офицеров. В сборках я принимала участие, так что сольных концертов в больших залах мне даже трудно припомнить. В России, наверное, больше было, чем здесь, в Беларуси. Неси, неси мой микрофон, страдания в зал. Ты до конца мою судьбу не рассказал. Мы поехали в Троице-Сергиеву Лавру с концертами. Там есть детский дом для слепоглухих детей. И когда я побывала в этой атмосфере, я себе сказала: стоп, тебе же не хуже всех, ты еще в лучшем положении. А эти дети, еще не понимая вообще всей трудности жизни, они хотят жить, они стремятся жить. Мне кажется, что это есть в каждом человеке. Стремление к тому, чтобы вот эту волю сконцентрировать, чтобы ее проявить, чтобы помочь самому себе.